Для незавершенных отношений в психотерапии есть термин «гештальт». Он означает, что отношения не проработаны до конца и судьба еще вернет нас к невыполненному уроку. Возможно, с другими людьми, но в похожих ситуациях. Поэтому всегда необходимо расставаться до конца. Для тестирования завершенности выберите один из ваших обычных дней. И вечером попробуйте вспомнить, сколько раз вы мысленно возвращались к прежней связи. И если таких отметок наберется больше 5, это уже тревожный сигнал. Четкий показатель застревания минус просмотр страниц бывшего в социальных сетях. Зачем вам его профиль? Что вы там ищете? Как правильно расставаться? Не существует инструкции по правильному разрыву отношений. Существуют только советы по тому, как сделать все менее болезненным и более эффективным. Сжигайте мосты. Правильный разрыв – это когда отношения полностью завершены и возвратиться в них уже невозможно. Самое главное и самое сложное – отпустить человека из мыслей. В идеальном случае, вспоминать коротко и с благодарностью за тот отрезок жизненного пути, который вы прошли вместе. Обозначьте причину расставания. Объяснить партнеру причину расставания бывает очень сложно, особенно когда ты сам запутался в своих объяснениях и претензиях. Однако все же надо постараться обозначить те проблемы, которые не устраивают, и объяснить, почему вы не видите иного пути, кроме как расставания. Запомните, ваши аргументы должны быть сформулированы четко и понятно. В них не должно быть двойного смысла или возможности иного понимания, чем тот, который вы закладываете. Будьте аккуратны с примерами из жизни, они очень часто выглядят как обвинения. Не обвиняйте обвинения, это позиция слабых. Перед вами стоит человек, которого вы когда-то любили и с которым провели чудесные годы, месяцы, недели, нужно подчеркнуть. Он априори не заслуживает унижения в такой сложный момент вашей совместной жизни, а она пока все еще совместная. Будьте выше того, чтобы ставить человека в позицию виноватого, в данном случае лучше взять огонь на себя. Только не произносите эти ужасные дела не в тебе. Минус избитые слова, превращенные кинематографом в синоним равнодушия. Порепетируйте, вы все равно скажете все по-другому, но репетиция имеет смысл. Во-первых, это придаст уверенности. Во-вторых, настроит на решительный лад. В-третьих, если в самый ответственный момент вас замкнет, где-то в голове всплывут отрепетированные фразы, которые спасут ситуацию от полнейшего провала и позорной капитуляции. Избегайте романтических воспоминаний. Воспоминания – это самое сложное, через что придется переступить.
Те вечера, когда вы гуляли по берегу моря, романтичные поступки половинки, ранние летние завтраки на его балконе. Уверены, вы найдете, что вспомнить, поэтому заставьте себя молчать о прошлом и прерывайте разговор партнера, если он решит ступить на эту запретную землю. Выберите нейтральное место. Этот пункт вытекает из предыдущего. Никаких квартир, любимых парков или ресторанов, где вы часто бывали или бываете. Конечно же, не стоит расставаться в вестибюле метро или на автобусной остановке. Постарайтесь остановить выбор на чем-то нейтральном. Пусть это будет место, в котором ни вы, ни ваш партнер ни разу не были и точно не будете снова. Место расставания не должно никогда больше всплывать на вашей карте. Не предлагайте остаться друзьями. Предложив расстаться друзьями, вы рискуете вновь оказаться в неудачной роли участника сомнительного ромкома. Вообще брать пример расставания с героя фильмов отнюдь не самая лучшая идея. Хотя бы потому, что все их слова подчинены логике сценариста, а не вашей жизненной ситуации. Не переходите на крик криками, ором и взаимными обвинениями на повышенных тонах. Делу не поможешь. Не надейтесь, что так расставание пройдет легче и менее болезненно. Вполне возможно, что через некоторое время вы пожалеете о сказанном и решите извиниться. Что будет дальше, думаем, вы уже догадались. Нет, не лучший секс в вашей жизни, хотя всякое может быть, но все же это опять история про кино. А повторение всего того, из-за чего вы решили прекратить отношения, а в конце второй раунд расставаний. На этот раз еще более болезненная точка вида расставания – позитивный разрыв. Когда чувства угасли, партнеры достаточно разумны и внутренне свободны, чтобы иметь мужество признать бессмысленность происходящего и сказать друг другу «прощай». Обычно в таких порах сохраняются доверительные отношения с детьми, и расставание никоим образом не наносит травму будущему семейному сценарию сына или дочери. Незавершенный гештальт. Супруги или партнеры понимают, что взаимный огонь угас, чувство привязанности рассыпалось, но отношения надо сохранить ради придуманных, иллюзорных причин. Например, пока дети не выросли. Часто в таких семьях возникают треугольники измены. Дети, взрослеющие в атмосфере постоянной лжи, получают тяжелый дисфункциональный пример семейного сценария. Эти дети – будущие клиенты психотерапевта. Самый болезненный, чреватый неврозами и психосоматическими проблемами. Тяжелое, трагическое расставание случается, если один партнер не готов отпустить другого. Это значит, что не отпускающий смотрит на партнера как на собственность, отказывая тому в праве иметь свободу выбора. Обычно на приеме у психотерапевта оказывается именно не отпускающий, который чаще всего говорит: «Но я же люблю его». Или «Но он же клялся мне в любви».
Это родом из детства. Самостоятельно осилить проблему отпускания зачастую архисложно. Нужна помощь специалиста, который будет развивать взрослость и самостоятельность.